Приветствую вас, друзья, на моем канале Валентина Синема 2. Название ролика громкое, поэтому и факты должны быть неоспоримыми. На протяжении всего ролика перед вами будет бежать вот эти циферки. Это называется парамайнинг в призм. Так, в вашем кошельке призм печатаются новые монеты на любом носителе, на телефоне или на компьютере. И для вашего общего понимания я объясню, что над парамайнингом находится ваш баланс вашего кошелька. Именно от того, сколько находится на балансе монет в вашем кошельке, именно от этого в первую очередь зависит скорость печатания монет в вашем кошельке. Запомните, это первый фактор скорости. О втором факторе скорости поговорим чуть-чуть позже. Раскладывать буду по полочкам и все по порядку. Думаю, что ролик будет длинным, но познавательным и аргументированным. Поэтому усаживайтесь поудобнее и вникайте в каждое мое предложение. И прошу не делать поспешных выводов, пока не досмотрите ролик до конца. Опровержение моих доводов прошу в комментариях писать с доказательствами. Итак, все мы знаем, что биткоин запустился массами энтузиастами более 10 лет назад. Именно энтузиастами в массы. Они создали группы в соцсетях и сайты на всевозможных форумах, делали ролики, обменивались биткоинами между собой, и именно они начали применять его как платежное средство. Именно это сейчас происходит с монетой призм. Затем информация о биткоине попала в СМИ. Теперь биткоин можно встретить как обменную криптовалюту на всех существующих биржах, обменниках и даже в банках. В этом нет ничего удивительного. Все новое изначально встречается в штыки. А когда это новое углубляется и проникает в массы, никто с этим ничего уже сделать не может. Остается только одно – принять это как должное и успеть самим на этом заработать. 7 лет назад мне предлагали купить всего за $200 майнинговую ферму, которая приносила бы мне несколько биткоинов в год. Но, конечно же, я отказалась. Это естественная реакция практически каждого в те времена. Да и сейчас тоже. Мы боимся нового, потому как это новое требует затрат, а впереди только неизвестность, выгодное это вложение или нет. После того, как биток постепенно поднимался в цене, я поняла, что упустила свою жар-птицу, которую мне сулили, можно сказать, даром. На сегодня на CoinMarketCap зарегистрировано более 850 именно монет, а вместе с токенами уже 2125 криптовалют. И самое интересное, что не у каждой монеты, оказывается, на CoinMarketCap есть свой блокчейн. Сама не люблю очень длинные ролики. Но так как этот ролик будет действительно длинным, то всем советую нажать вот на эту шестеренку, выбрать скорость, нажать на обычное и выбрать вот здесь 1.25 или 1.5 или 1.75. И тогда вы просмотрите ролик намного быстрее, но зато узнаете всю очень важную информацию. Далее, вот здесь есть кнопка «Еще». Нажали на нее, и вы видите, что отразились все ссылки. Здесь есть и белая книга, и все ссылки и на сайт, и на мой блог, и на биржи, и обменники. За все ссылки, выставленные тут в описании, отвечает именно автор ролика. Поэтому не советую переходить по ссылкам, которые выставлены в комментариях от неизвестных авторов. За них автор ролика не несет никакой ответственности, а значит, вы можете перейти по ним на фишинговые сайты или поймать вирус на компьютер. Поэтому будьте очень осторожны. И еще здесь есть 3 такие кнопочки. Нажмите здесь. И вот вторая строчка «Просмотреть расшифровку видео». Когда вы на нее нажимаете, вот здесь выходит на какой минуте, о чем говорится в ролике. Я не делала редактирование на других роликах, но на этом обязательно сделаю. Поэтому у вас будет возможность раскидывать этот ролик, указав время на важную именно для вас информацию. Ну и, конечно же, не забывайте нажать вот здесь на пальчик вверх, если вам понравилось, и написать свой комментарий.
Буду очень вам благодарна. Сейчас мы с вами, друзья, на CoinMarketCap выберем только монеты и 100 лучших монет. 100 лучших монет по рыночной капитализации. И здесь написано, не включая токенов. Перейдя на страницу «Все монеты», опускаемся вниз. И видим, что призм стоит на 89 месте. То есть он вошел в топ-100 самых лучших криптомонет. Именно монет. И опускаемся еще вниз. И видим, всего монет 900, а призм на 89. И это, друзья, говорит уже о многом. Изучив 1,5 года назад эту новую технологию и вшитый в него, на мой взгляд, уникальный маркетинг, в этой белой книге я тут же поняла, что мне выпал второй шанс попробовать заработать на криптовалюте. Кстати, мы с вами должны отметить, что многие вообще не в курсе, что такое криптовалюта. И вполне обходятся сейчас и без каких бы то ни было криптомонет. Многие из вас сейчас думают, что криптовалюта в том виде, как она сейчас предложена в Рунете, никак и никого не коснется еще минимум лет 10. И вот тут я вам скажу, что если вы так думаете, то вы ошибаетесь. Внедрение криптовалют вовсю уже идет на государственном уровне. А вот какая монета войдет в топ, это во многом будет зависеть от предпринимателей, от подвиженцев той или другой криптомонеты. Итак, развитие и внедрение призм началось всего лишь 2 года назад, и тоже с энтузиастов, которые всеми силами стараются внедрить монету призм в массы среди населения, как на Земле, так и в интернете, а также размещение постов в соцсетях и роликами на YouTube. Я твердо уверена, что и у призм есть все шансы громко заявить о себе и выйти на рынок как платежное средство. Причем гораздо за меньший срок, чем это понадобилось для внедрения биткоина. Почему? Да потому что, во-первых, у многих этих энтузиастов есть уже опыт, как это делать. Во-вторых, в призм есть существенные преимущества даже перед биткоином, не говоря уже о остальных криптовалютах. И самым огромным преимуществом, конечно же, является парамайнинг, который на протяжении всего ролика перед вашими глазами генерирует новые монеты в реальном времени. Конечно, у призм есть и другие отличительные достойные качества, и их мы тоже с вами сегодня услышим. Но сейчас вы видите, что последний перевод с парамайнинга на баланс был сделан в 17 часов 42 минуты. На часах рядышком показывает, что сейчас в данный момент 18 часов 42 минуты. То есть за 1 час напарамайнилось 145 монет. Заходим на биржу BTC Alpha. Смотрим. Курс сегодня пляшет от 0.13 до 0.14. Вставляем продать призм 145. И мы получаем $18 45 центов за 1 час. А представляете, сколько это за сутки? На всех почти биржах есть вот такие чаты, где общаются те, кто старается заработать на бирже, на разнице курса. Работают они там даже бригадами. Они тут разрабатывают стратегии, то скупают оптом, то сливают. Только я уверена, что на какой бы они монете тут не старались заработать, столько, сколько в призм, им точно никогда не заработать. На любой бирже зарабатывают только те, кто ее создал. Ну и те, кому просто повезет. По сути, это рулетка. Мы еще вернемся к бирже. А сейчас следите внимательно сейчас за монитором. Сейчас произойдет реинвест. Из парамайнинга монеты переведутся на баланс. Вот видите, парамайнинг обнулился, а баланс увеличился на то количество монет, которое было на парамайнинге. Теперь монеты будут парамайниться еще быстрее. И уже именно вот от этого баланса, а не от того, который был до реинвеста. Реинвест в бухгалтерском производстве еще называют увеличение прибыли за счет банковского сложного процента. Ни в одном блокчейн-кошельке на сегодняшний день
такого нет. И ни в одной криптовалюте. Но не увеличивается количество монет ни в одном кошельке. Это факт. И тем более в том кошельке, который просто лежит в вашем кармане. Количество монет в виде партнерки или сплитов или каких-то акций может увеличивать какая-нибудь контора, выпустившая именно свои монеты, и привлекают инвестиции для того, чтобы продвинуть свою компанию. Кто слышал о таких компаниях, тот сейчас понимает, о чем идет речь. И если эта компания скамится, то вы и в кабинет зайти не сможете, и никто вам не вернет ваши деньги. В призм нет хозяина, так же, как и у биткоина или у эфириума. Создатели монет есть, создатели блокчейна есть, а хозяинов кошельков только вы, хозяин вашего кошелька, и никто более. Бегущие циферки на счетчике в кошельке призм, привязанные ко времени за счет сложных математических расчетов, вот принцип парамайнинга. А вот мизерная оплата за транзакции, или, так сказать, оплата за ввод, вывод или перевод, отходит как бы на второй план. Комиссия равна 0,5% для перевода сумм до 2000 монет. А свыше 2000 монет комиссия за транзакцию уже фиксированная. Это всего лишь 10 монет. Даже если вы переводите 1 000 000 монет одноразово в одной транзакции, всего 10 монет. Это плюс? Конечно же плюс. Когда вы начинаете обменивать монеты на фиат, заказывать товары за призм, своим родственникам и знакомым делать подарки, с восхищением говорить, что все, что вы покупаете, вам обходится совершенно бесплатно, поверьте, даже самые скептики захотят иметь такой кошелек. Это уже проверено на моих близких и на моих знакомых. После того, как мы 14 дней провели в Турции, а через несколько дней баланс на кошельке восстановился, я об этом рассказываю вот в этом ролике, мои родные зашевелились. Ну а когда я заказала топливную карточку, пластиковую «Мой ППР», сначала на 100 литров бензина и всего лишь за 450 монет. Смотрите, вот этот ролик с доказательствами и чеками. Тут, конечно, начался среди моих родных ажиотаж. На сегодня у меня в личном кабинете по пластиковым топливным картам «Мой ППР» уже 50 человек. А вчера я заказала еще 600 литров на 3 месяца, потому что 100 литров я уже давно изъездила. 600 литров мне обошлось уже на 3 месяца за 3600 монет. И, конечно же, я сделаю еще один ролик на эту тему. Вы не удивляйтесь, что в кошельке большой баланс. В этом кошельке лежат и мои монеты, и монеты моих родных и близких друзей. Сейчас мы хотим наладить бизнес с призм в своем городе. А для этого нужно и много монет, и фиат, конечно. 1,5 года назад я, как и все, приобрела за $105 всего 100 монет. Постоянно докупая монеты, увеличивала свой баланс. И по мере того, как я вникала в призм, делала ролики, как в сутки у меня майнилось по 5 монет, потом по 8 монет. Для меня и такой объем пассивного дохода был просто сказочно шикарным. В бизнесе никогда не бывает сразу много. Как вы понимаете, любой бизнес нужно раскручивать. И у меня уже есть наработки, какой товар я буду продвигать за призм. Но сегодня у нас другая тема. Сейчас разберем заработок на биткоине. На чем же он все-таки построен? Первое. Это заработок на бирже. Купил подешевле, продал подороже. Или купил и жди, когда цена на него вырастет. Если повезет, то ждать будете не очень долго. Таких людей называют обычно в интернете хомячками. Второе. Вложиться в доверительное управление. И опять же, если повезет, и если вы не вляпаетесь в лохотрон, то не потеряете свои кровные. Что бывает крайне редко, особенно с теми, кто только начинает зарабатывать в интернете. И третий заработок на биткоине – это майнинг. С майнингом как раз-таки в последние годы у всех майнеров начались проблемы. Впрочем, как и с торговлей на бирже. Почему? Оборудование, оказывается, очень дорогое. Машина постоянно должна быть включена в сеть.
Очень большие затраты на электроэнергию. Я вот тут набрала в Ютубе, в поисковике, сколько стоит майнить в 2019 году. И вот такие ролики вышли. Посмотрела около десятка и поняла, что многие не могут окупить свои затраты на купленное ими железо. Вот в этом ролике парень показывает в реальном времени свой заработок чистыми $4,5. Это же за сколько он откупит свои причиндалы для майнинга, если они стоят от $2500 и дороже. Так ведь это железо не вечное, его обновлять нужно, чистить. Поэтому в призм вторая инновация после парамайнинга – это разделение майнинга от форжинга. И для того, чтобы не только майнить, а еще и форжить монеты призм, вам с гитхаба нужно скачать ноду. Что такое форжинг? Это печатание монет. С чего начисляется форжинг в призм? Расскажу на примере. Вот вы перевели монеты со своего кошелька на кошелек продавца, у которого купили товар. Благо магазинов с предложениями оплата за призм достаточно уже на сегодня много. Так вот, с вас взяли комиссию за транзакцию 0,5%. Ну, вот как я оплачивала 450 монет за 100 литров бензина, с меня взяли комиссию 2 призм 25 сотых монеты. Вот эти 2 призмы 25 сотых монеты отправляются не какому-то дяде или хозяину, создателю блокчейна призм, а прямиком делятся на всех форжеров, у которых установлена нода. И делится эта прибыль между форжерами, в зависимости, конечно, от количества монет на их кошельках. Чем больше монет на кошельке на балансе, тем больше вы сфоржите блоков и тем больше получите нафорженных монет, помимо парамайнинга. Вот это и есть второй заработок в призм. Форжеры получают это вознаграждение за поддержку безопасности системы блокчейн призм. Во всех остальных криптовалютах монеты майнятся только форжерами. То есть майнер и форжер – это один человек. И если у вас нет компьютерных навыков, то майнить вы сможете, ну разве что только во сне. А на призм даже только за счет парамайнинга может заработать как профессионал, так и ученик 5 класса. И с этим уже не поспорить. Тем более, что лимитов на вывод нет никаких. Ни на количество монет, ни на время. Можете выводить на биржу или обменивать на товар монеты призм сразу же после пополнения вашего кошелька. Никто вам этого запретить не может. Это ваш кошелек. Итак, мы убедились, что парамайнинг и реинвест в призм может работать и без вашего участия, а также при отключенном от сети компьютере и выключенном даже телефоне. Даже когда вы спите, вам генерируются новые монеты, как на собственном печатном станке. Даже когда в доме или во всем городе отключат свет, монеты все равно будут генерироваться каждую секунду. Это просто чудо какое-то. Какие светлые головы до такого додумались? На что способны умы человеческие? Просто удивительно. Какой у нас предприимчивый народ был во все времена. Дает же Господь такие мозги. Хочу еще раз обратить ваше внимание на время. Сейчас 21 час 05 минут. И смотрим вот на эту строчку, в которой прописано, что в 19 часов 48 минут парамайнинг был обнулен и на баланс поднялось еще 105 монет. Но с 19 часов 48 минут до 9 часов уже напарамайнилось еще 195 монет. А сейчас смотрите внимательно. Произойдет еще один реинвест, после которого мы с вами будем подводить итоги. Итак, парамайнинг обнулился. И вы видите, что на баланс перевелось еще 195 монет. И сейчас баланс уже составляет 402 298 монет. Баланс в 17 часов 42 минуты был 401 804 и 46 центов. Баланс в 21 час 07 минут составляет 402 298
и 11 центов. Отнимаем от нижнего баланса верхний баланс, и получается, что за 3 часа у нас нафоржено 494 монеты. Но если сложить 188, 105 и 196, то, что перевелось на парамайнинг за 3 часа, получается 489 всего монет. Почему баланс оказался больше? Если мы 494 отнимем 489, то получается, что на балансе на 5 монет больше. Почему? А потому что 489 монет это напарамайнилось, а вот 5 монет нафоржилось. Потому что реинвест произошел 3 раза за счет нафорженных монет. Это и есть два основных источника заработка в призм. Первый на парамайнинге, а второй на форжинге. На самом блокчейне мы видим форжинг подключен. Здесь же мы видим все наши транзакции, а также сгенерированные блоки. Первый блок в 19 часов был сгенерирован 0,50 центов. В 19:44 0,10, когда перекинулось 188 монет на баланс. Далее 105 монет на баланс перекинулось, и на баланс поступило 3,15. И в 21:22 опять сгенерировался блок, и нафоржилось 1,34 монеты. Итого 5 монет за 3 часа. Сейчас мы зайдем на биржу BTC Alpha, смотрим, что сегодня за сутки было совершено обмена 138 тысяч монет. Далее смотрим, продажа сегодня была от 0,14 до 0,17. Сейчас курс на продажу 0,15 и на покупку тоже. Если чуть-чуть опустимся вниз и смотрим, что совершаются сделки приличных размеров. 4972 по 0,15, 2529 купили по 0,16, 1229 по 0,16. А теперь давайте поставим продать призм. 494 монеты, которые у нас намайнились и нафоржились за 3 часа почти. И по 0,16 это получается $79. То есть в призме можно заработать $79 за 3 часа. Ну, конечно же, будет зависеть все от вашего баланса и от вашей структуры. Можно поставить и по 0,17 на продажу, подождать какое-то время, 2-3 часа, может день-два, но вы можете продать и по 0,17. Возможно. А вот выставлять, вот здесь вот смотрю, выставляют по 0,14 и ждут. И день, и 3, и неделю ждут у моря погоды. Потому что, наверное, не знают, что чем меньше здесь ждете, тем быстрее у вас напарамайнятся монеты в вашем кошельке. Это не биткоин, это не эфириум, это никакая другая криптовалюта, которая не майнится в вашем кошельке. Там, да, там есть смысл подождать. А здесь в призм смысла ждать на покупку абсолютно нет никакого. На продажу здесь всего 103 тысячи монет, а на покупку почти на $40 тысяч. Если мы здесь поставим «отдаю 40 тысяч долларов», по 0,16 это 250 тысяч монет. Это в 2,5 раза почти больше хотят купить, чем продать. Теперь давайте зайдем в репризм. И тут мы с вами наблюдаем ту же картинку. Тут зафиксировано также и дата, и время реинвеста, и количество переведенных монет на баланс. Но не видно количество сфорженных монет. Эта информация для репризм закрытая. На этой площадке по адресу кошелька вы можете посмотреть только данные на кошельке. Отследить транзакции, куда и когда, с какого кошелька были переведены монеты. Но никогда не узнаете владельца этого кошелька, если он сам вам не скажет свой адрес. Поэтому можно смело утверждать, что призм прозрачен, но конфиденциален. На гитхабе к призм, к его открытому коду можно привязать, вот как привязали репризм,
Призм Торг, Призм Лоялити, ну и некоторые другие инструменты. То есть сюда можно привязать любой инструмент, даже ваш магазин, если вы в этом хоть что-то понимаете. Также тут мы с вами видим, сколько напарамайнится монет за месяц и за год. Но в репризме прибыль за месяц и за год отображается без реинвеста. Она высчитывается на основании текущего баланса. Вот от этого процента 0,85% в сутки. Итак, мы тут тоже видим, что произошло 3 реинвеста практически за 3 часа. Да? Сумма на балансе увеличилась на 494 монеты, здесь можно посчитать. То есть 494 монеты – это и есть пассивный доход за 3 часа. Именно в этом кошельке. Каким будет ваш пассивный доход? Это будет зависеть от двух факторов скорости уже вашего парамайнинга. А второй фактор скорости парамайнинга, который влияет на скорость генерации монет, это ваш баланс под вашим кошельком. В репризме он отображается вот тут. Итак, первый фактор скорости парамайнинга – это количество монет на вашем балансе. И второй фактор – это общая сумма монет на всех кошельках, которые находятся под вашим кошельком до 88 уровня. То есть 89 уровень под вашим кошельком уже не входит в ваш объем. Об этом я подробно рассказываю вот в этом ролике. Вы тоже можете пользоваться приложением Reprism. Ссылка на него есть в описании под роликом, также в моем блоге. Там же есть и промокод для получения 5 монет в подарок при регистрации в Reprism. А также можете подключить здесь бота всего за 50 монет, который за вас будет делать реинвест строго по часам. Вот такое ноу-хау у Prism, чего пока нет ни у одной криптовалюты. Вы можете строить структуру под собой как угодно, один под одним в виде цепочки, бинаром, матрицей или всех под себя. Это совершенно не важно. И так как в Prism нет партнерских начислений, то ни с вас, ни вам от ваших приглашенных не присылаются монеты и никому не переводятся. Сколько монет вы купили на бирже, столько же можете там и продать вместе с напарамайненными монетами. Или обменять на товар. Партнерка в Reprism, да, существует. И она зависит от того, сколько людей вы пригласите именно в Reprism. И какое количество монет на этот инструмент пополнят ваши приглашенные. Но Reprism не имеет к кошелькам никакого отношения. Это просто удобный инструмент для реинвестирования. Вы можете им пользоваться, а можете не пользоваться. В Reprism есть отдельная ссылка для каждого пользователя. А вот именно в самом кошельке Prism, как и у любого криптовалютного кошелька, нет никаких партнерских ссылок. Ссылка для создания кошелька Prism одна единая для всех. И привязка кошелька происходит только за счет дарения вами монетки с вашего кошелька вашему знакомому или покупателю в вашем магазине, например, на его пустой, только что созданный кошелек, на котором еще не было ни единой транзакции. Вы можете подарить от 0,1 до любого количества монет. И этот человек сразу же будет привязан к вашему кошельку. Или можете сразу же продать монеты тем, кто захочет иметь свой собственный печатный станок. И отовариваться у вас уже в вашем магазине за напарамайненный пассивный доход. Это сейчас мы строим сети, рассказываем о Prism, но пройдет время, и народ будет приходить за товаром только в те магазины, где можно купить будет товар за Prism. И туда, где можно купить побольше монет. Мало кого будет вообще интересовать биржа, так как выгоднее будет купить монеты у продавца магазина и сэкономить на марже обменников, платежных систем или бирж. Все мы знаем, что сегодня дефицита на любой товар нет. Ни в чем и нигде. Поэтому на сегодня очень выгодно переходить на продажу товаров за Prism. Не секрет, что деньги на наших кредитных карточках, которые сейчас крутятся в обороте между покупателями и продавцами, поставщиками и производителями товаров, это криптовалюты банков. Интересно, куда банки будут девать свои доллары, если народ не будет их у них покупать, а все постепенно перейдут на обмен товаров за Prism?
А может, именно поэтому разрешили народу и майнить, и зарабатывать на криптовалюте? Несколько лет назад, да, в одиночку, в домашних условиях, очень было выгодно майнить биткоин. Особенно повезло тем, кто намайнил битков и продал их за 19 или даже за 20 тысяч долларов за один биткоин в декабре 2017 года. Вот эти люди в плюсе. Но вот уже больше года, как биток просел и болтается между 3,5 до 4 500-700 долларов. Ну, а теперь представьте состояние тех, кто купил по 19 тысяч биток и больше года в офигенном минусе. Меня вот тут под одним роликом спросили: Валентина, а как вы объясните то, что очень много кто купил призм по $1, а он сейчас просел? Значит, люди пролетели и в призм тоже? Отвечаю. Призм по $1 продавали с предмайнинга. То есть это были как бы золотые курицы, которые сейчас каждому несут золотые яйца. Теперь рассмотрим график по призм. Скачки действительно были, но те, кто хорошо знает 5 золотых правил инвестора, те за первые 3-4 месяца вывели свои вложения и начали получать свой уже пассивный доход от оставшегося профита. И сейчас я это докажу. Разберем такую ситуацию. В декабре 2017 года биткоин продавался на бирже по 19 730 долларов, а призм по 0,80 центов. Допустим, один человек купил за 19 тысяч один биткоин, а другой на эту сумму 19 тысяч долларов по 80 центов 23 750 призм. Тот, кто купил биткоин, ждет повышения курса уже 1 год и 2 месяца. А тот, кто купил призм, тот в течение месяца увеличил скорость парамайнинга до 0,5% в сутки. Для того, чтобы получить такой процент скорости, нужно, первое, иметь на своем балансе от 10 тысяч монет, что у нас есть. И второе, общий баланс всех кошельков своих последователей до 88 уровней под своим кошельком, тоже 10 тысяч монет. Итак, вводим в таблицу вот сюда 0,5%. А сюда баланс 23 750 монет. За первые 10 дней на этом кошельке напечатается 1214 монет. И вот тут отразится новый баланс. Через 10 дней он будет уже 24 964 монеты. В этой таблице расчет сделан с реинвестом 1 раз в сутки. Поэтому, делая реинвест чаще, монетно парамайнится больше. И количество на балансе тоже, конечно, будет больше. Но мы идем от меньше, потому как не знаем, сколько раз в сутки будет делать человек реинвест. Вот тут, кстати, есть расчет, сколько монет будет парамайниться за час, 2, 3, 6 и так далее. А вот для того, чтобы не заморачиваться с постоянным реинвестом, тут как раз кто желает, может воспользоваться приложением Репризм, да еще и с реферальной программой. А сейчас смотрим вот сюда. Здесь отобразилась прибыль за каждые 10 дней в течение 5 месяцев. За это время с реинвестом 1 раз в сутки напараманилось 26 434 монеты. И баланс через 5 месяцев на кошельке составляет уже 50 184 монеты. А если воспользоваться репризмом, то, естественно, на такую прибыль можно выйти приблизительно на месяц раньше. Это сугубо математические расчеты, это факты, против которых невозможно возразить. Давайте предположим, что хозяин нашего кошелька вывел свои 23 750 монет по курсу 0,80 центов через 5 месяцев в мае. То есть он соблюдал все правила частного инвестора, не жадничал и вернул свои инвестиции. И на кошельке у него осталось 50 184 минус 23 750 равно 26 434 монет. Это на 2684 монеты больше, чем он купил. После того, как хозяин кошелька вывел свои инвестиции, дальше он увеличивает количество монет уже на профите. Профит – это полученная чистая прибыль.
А вот с мая по октябрь это еще 5 месяцев. И если человек вывел еще 19 тысяч долларов по 80 центов за монету, это уже 38 тысяч долларов за 10 месяцев. Согласитесь, что при таком раскладе те, кто знал о призм, но покупал биткоины, сейчас кусает себе локоть. И падение курса призм на бирже в ноябре месяце 2018 года не вело в убыток тех, кто купил призм, а не биткоин. Ну, разве что прибыль с ноября стала меньше. Но это только до того момента, пока курс опять не начнет расти. Поэтому, кто сейчас еще восхищается биткоином, подумайте лучше о том, что сейчас можно купить 23 700 монет призм всего по 0,16 центов. Вставляем 23 750. Это будет уже не 19 тысяч долларов, а всего 3800 долларов. И сейчас все идет к тому, что курс будет только расти и расти. А теперь представьте, как повезло тем, кто купил призм по 10 или 11 центов. Они уже в плюсе. А вот тот, кто купил биткоин на 19 тысяч, пока в глубокой депрессии. Курс все ниже и ниже. Даже майнеры в убытках, не говоря уже о тех, кто промышлял на бирже. Жутко даже подумать о тех, кто отдал свои биткоины в доверительное управление. Большинство компаний, из которых соскамились. Если у тех, кто ждет и надеется, что биток еще вырастет, возможно, он и вырастет, то те, кто отдал в такие компании, которые им сказали спасибо, вообще нет никаких шансов вернуть хоть что-нибудь. А мы давайте рассмотрим сейчас ситуацию, когда человек нарушил заповедь «не будь жадным» и не выводил. Увеличивал свой баланс, например, на какую-то крупную покупку. Хотя таких в призм, думаю, осталось очень мало. Когда курс начинал падать, выводили очень много. Был конкретный ажиотаж и на биржах, и в частных обменниках. Частных обменников, кстати, очень много, поэтому количество совершенных сделок на бирже BTC Alpha отображается минимум в 3 раза меньше, а то и в 4. Итак, считаем. В мае, через 5 месяцев, на балансе 50 184 монеты. А во вшитой призм партнерской программе, начиная уже с 50 тысяч монет на балансе, меняется скорость парамайнинга. При том же количестве 10 тысяч монет в структуре под кошельком скорость парамайнинга в сутки составляет уже не 0,5%, а 0,59%. Но за 5 месяцев легко может увеличиваться сумма баланса на кошельках последователей до 100 тысяч. Тем более, что при 88 уровнях в глубину сеть разрастается очень быстро. Проверено на практике. И тогда скорость парамайнинга, как мы видим, равна 0,6925%. Вставляем сюда наш процент, а сюда наш невыведенный баланс. 50 184 монеты и 88 центов. Нажимаем Enter, и мы с вами видим, что за сутки парамайнится 347 монет 53 цента, а за 10 дней 3585 063 монеты. Итого на балансе сразу же становится 53 770 монет. Продвигаем нашу таблицу и смотрим. Здесь все время прибавлялось по 100 монет, чуть больше 100, 110, 120, а здесь сразу на 1100 монет больше. Опускаемся вниз и смотрим, что за 10 месяцев до 1 октября напараманилось 141 299 монет. Копируем эту сумму, заходим на биржу и вставляем сюда. Отдаю призм 141 299 монет. Курс сейчас по 0,16. И мы смотрим, что мы заработали 22 607 долларов. Но сейчас у нас 8 февраля. Я вставила последние значения. 233 442. Это был предпоследний баланс 1 февраля. По 0,6925% в сутки. И через 10 дней прибыль составила за 10 дней 23 109. И на балансе 346 551 084.
346 551,84. Копируем эту сумму, удаляем здесь то, что было у нас за 10 месяцев, и вставляем нашу сумму. Продать призм 346 551. Нажимаем на пустое место. И у нас получается, покупали по 80 центов, а продаем по 0,16. И получилось у нас 55 448 долларов. Отнимаем от 55 448 долларов 19 тысяч долларов, за которые купили призмы или 1 биткоин. И у нас получается прибыль 36 448 долларов за 1 год и 2 месяца. Делаем вывод, друзья. Думаю, что комментарии сейчас будут излишними. Монеты парамайнятся, увеличиваются в количестве, а значит парамайнинг хоть по просевшему курсу, но дает прибыль. Еще одна интересная фишка, на которой хочу заострить ваше внимание. Когда биток поднимается, его нужно продавать весь до последнего сатоши, чтобы потом купить дешевле. Призм же выгодно обменивать только на парамайненные монеты. А тело, которое вы завели, постоянно дает вам новый пассивный доход. Надеюсь, что донесла информацию доходчиво даже до тех, кто считает себя великим гуру в области криптовалют. И вывод, думаю, сейчас каждый сделает сам в пользу призм. Прислушается к своему логическому мышлению, а не просмотрев ролики тех, кто сам еще ничего не понял, а норовит попасть пальцем в небо, воображая из себя гения в области крутого обозревателя. Это адрес кошелька BTC Alpha. На балансе мы видим 209 225 монет. Доход 1622 монеты в сутки. Почти 50 тысяч монет в месяц. И структура 254 298. Монет составляет общий объем всех кошельков, которые входят в структуру под биржей BTC Alpha. Также здесь мы можем отследить все транзакции, которые проходят на этой бирже. Белым это купили с биржи, а желтеньким вывели на биржу. И посмотрите, покупают гораздо больше, чем продают. Если мы нажмем вот на этот кошелек, то мы видим, что с биржи приобретено плюс 9998 монет. И на балансе этого кошелька 10 тысяч уже монет. Структура 469 672. То есть, о чем я говорила, 100 тысяч в структуре и уже меняется умножитель. Процент парамайнинга 0,5817. А теперь копируем эту ссылку и зайдем на Discovery. Это еще одно ноу-хау у криптовалюты призм. А теперь заходим в id-призм призмология. Это тоже блокчейн, как бы внутри основного блокчейна. Он привязан к открытому коду основного блокчейна. Его создали опытные программисты, которые поверили в призм и развивают его. Тут так же, как и на основном блокчейне, есть расположение всех кошельков в графическом изображении. Вставляем сюда адрес биржи BTC Alpha. Приближаем ближе. И вот мы видим с вами, что вот этот кошелек биржи BTC Alpha. Здесь написан его баланс 209 812 65. Все изображения в реальном времени. И вот мы видим структуру, которая находится под биржей. Видите, как много кошельков? И кто-то уже даже строит свои сети. Вот такой технологии точно нет ни в одной криптовалюте и ни на одной бирже. И вот кто-то тут строит еще паровозики один под одним, кто-то бинары. Здесь можно просмотреть любой кошелек. Мало того, что биржа BTC Alpha имеет маржу на транзакциях за ввод и вывод, так она еще и парамайнит монеты призм. А теперь включим логическое мышление и поразмышляем вот о чем. А не захотят ли другие биржи иметь такой же кошелек? Лишние деньги, кажется, еще никому в карман не оттянули. А не залистят ли они призм сами ради такой выгоды?
А не захотят ли какие-нибудь EPS типа Advance Cash или Kiwi тоже иметь такой кошелек? А может, например, Тинькофф задумается над таким выгодным предложением? Всему свое время. Вкладываться в пулы на майнинговые электростанции – дело уже невыгодное. А вот иметь свой собственный печатный станок – дело новое. И пока на данном этапе нет на горизонте ничего перспективнее. Короче, как ни крути, призм только одни плюсы. Даже при падении курса, если уж покупали биток по 19 тысяч долларов, то призм однозначно будут брать и по $1, и даже по $100. А то, что призм будет расти в цене, это однозначно. Нужно только время для раскрутки. Реклама сделает свое дело. Выгодные предложения разлетаются по миру, как одуванчики во время ветра. Блокчейн призм – это готовый инструмент, такой же, как блокчейн у биткоина. Создай кошелек, активируй его, положи на него несколько монет и пользуйся. А вот на остальных криптокошельках монеты тупо лежат, ждут повышения курса и не растут. А в кошельке призм монеты растут, и вы это видите своими глазами. Я с вами веду беседу, а монетки так и скачут, так и льют бальзам на сердце. На любых других криптовалютах, кроме призм, всего 3 возможности заработать. Первое – это разница курса на бирже. Купил подешевле, продал подороже. Второе – майнить на дорогом оборудовании, который и нагревается, и шумит, и очень вредит здоровью, особенно если фермы находятся в жилом помещении. Но майнить могут только те, кто хорошо разбирается в компьютерной технике. И третье – это вложение криптомонет в доверительное управление. В основном эти хайповые пирамиды. Первое, они придумывают убедительные легенды. Второе, завлекают на очень жирные партнерские вознаграждения. Третье, убеждают, что увеличат ваши вложения в несколько раз. Четвертое, обещают, что у них будут свои биржи, свои обменники, свои токены или даже монеты, которых нужно купить как можно больше, потому что они когда-нибудь вырастут в цене. Если вы привлечете много людей и принесете им много-много денег, то тогда они выйдут еще и на ICO, и на IPO. Затем за ваши инвестиции залистят монеты на бирже, заключат за ваши деньги договора с банками, и все будет легально. И на этот бред ведутся многие, не подозревая, что в лучшем случае эти лохотроны благополучно соскамятся, не раньше, чем через год. И хозяева этих компаний скажут вам спасибо и сбегут в неизвестном направлении вместе с вашими биткоинами и эфириумами. Так что вот вам еще одно преимущество призм. Первое. Блокчейн-кошелек – это готовый инструмент. Второе. Монеты не нужно выводить ни на ICO, ни на IPO. Третье. Их уже сейчас можно обменивать на бирже, фиат. Четвертое. Монеты призм не нужно никому отдавать в доверительное управление. Пятое. На монеты призм уже сейчас можно приобретать пластиковые карточки для заправки автомобилей на любой заправке. А также операторами пластиковых карточек разрабатывается программа оплаты этими карточками за любые товары и услуги. Каждый может заняться распространением и внедрением этой монеты среди ресторанов и магазинов, а также в салонах в сфере услуг. Сложно? Не спорю. Внедрять новое всегда сложно. Но внедрять готовый инструмент в массы всегда приятнее, чем привлекать инвестиции людей на создание инструмента ради партнерки. Не прошло и 15 лет, как в мегагородах начали устанавливать банкоматы для обмена биткоина на фиат. Уверена, что для призм на это понадобится намного меньше времени. Ведь у этой монеты намного больше преимуществ в плане того, что призм более усовершенствованная модель среди криптовалют и превосходит даже биткоин во многих параметрах. Подходишь, например, к банкомату, наводишь телефон с приложением кошелька призм на QR-код в банкомате и всего через 59 секунд после обработки транзакций получаешь фиат на руки. Кто вник в эту тему, тот понял, насколько это огромная перспектива в сфере криптовалютного бизнеса. И чем больше людей поверят в призм, тем больше будет вовлечено в него людей, тем быстрее монета вольется в массы. Именно с этой целью был создан биткоин несколько лет назад. Но биткоин, как мы с вами сегодня выяснили, уже устаревшая модель для заработка и невыгодная. Биткоин – это история. Призм
Это новая технология криптовалют. Их даже сравнивать между собой уже нет смысла, так как инновации и новые технологии ежедневно входят в нашу жизнь, и, естественно, происходит замена всего устаревшего на более новое и менее затратное. Поэтому покупать призм за счет таких его преимуществ перед биткоином будет все больше и больше людей. И когда в ближайшее время большинство населения перейдет на оплату товаров за призм, то признать его придется, так же, как когда-то признали биткоин и эфириум. А значит, большинство хайпов накроется медным тазом, и народ уже не будет в них терять свои деньги. Всей душой на это надеюсь. И хочу, чтобы исчезли не только хайповые компании, но и те мошенники в креслах, которые обдирают народ до нитки. А сейчас обратим внимание на экран. Я заканчиваю свой ролик, и пока я его записывала, баланс на кошельке увеличился. Большая ко всем просьба. Ни в коем случае не берите кредитов, не занимайте под проценты, чтобы купить монеты призм. Тут можно и нужно действовать совершенно новыми методами, не вгоняя себя в долги. Об этом я рассказала вот в этом ролике. Призм создали светлые головы. Думаю, что и с урегулированием курса они придумают свою схему однозначно. А пока что курс на бирже такой, какой есть. Но это все пока, на стадии развития. Надеюсь, что года через 2 биржа для призм будет совершенно не нужна. Ведь за призм уже сейчас можно купить не только все самое необходимое, но и даже билеты на поезд и самолет. А также путевки в теплые страны, круизы на лайнерах. Например, наши люди продвигают и призм, и инкрузом. А также машины и квартиры. Заказать мебель за призм. Привезти эту мебель тоже за призм. А ведь фиат нам нужен именно для того, чтобы что-то купить. И зачем в таком случае обменивать призм фиат на бирже? Я не рассказала о технической стороне призм, потому как об этом есть уже масса роликов, да и ролик и так получился очень длинным. Скажу только самое главное. У блокчейна призм надежная защита шаг 256. Это стопроцентный Proof of Stake криптовалюта. Создана на ядре Next и записана на языке Java. Монеты перестанут парамайниться на всех кошельках, как только на Генезисе будет сгенерировано 6 миллиардов монет. Затем будет голосование. Отключить парамайнинг на 4 года или нет. В голосовании примут участие только форжеры, которые закачали ноды для поддержания безопасности системы. Программа в блокчейне Prism заложена на 500 лет. Подробнее читайте в белой книге. Ссылку вы сейчас видите на экране, а рабочая ссылка на нее будет под роликом в описании. Когда у тебя в кошельке растут монеты со скоростью электрического счетчика, то в голове мысленно представляешь море, пальмы и песок. Это не сравнить с ощущениями, глядя на настоящий электрический счетчик, когда майнишь биткоин и мысленно подсчитываешь убытки. Это неоспоримый факт, с которым не поспоришь. Уже сейчас практически все майнеры-одиночки ушли в убыток. В основном, по большому счету, большую часть держателей биткоина просто очень красиво обчистили. И когда криптоманы увидят, какую возможность дает призм, уверена, что они выберут призм, несмотря на то, что биткоин и эфириум уже имеют достаточно громкую репутацию и славу в криптовалютном мире. Но какой самый главный фактор преимущества призм перед биткоином? Надеюсь, вы и так все поняли. Конечно же, это первое. Призм вам дает возможность не отдавать свои монеты в доверительное управление в различные лохотроны, друзья. И второе, с призм появилась новая возможность парамайнить монеты самим, не покупая дорогостоящее оборудование. Имея такой кошелек, вам уже не нужно будет искать на просторах интернета заголовки «здесь» или «где можно заработать». Вы забудете про бинары, левые и правые ноги, как о кошмарном сне. Но в этом тоже были свои плюсы. Строя команды, вы познакомились с новыми друзьями. Возможно, наконец-то в нете и на земле появятся нормальные предложения, где призм будет играть ключевую роль построения совместного бизнеса.
совмещая бизнес на земле с бизнесом в интернете. Но не думайте, что инновации на призм закончатся и никто больше не придумает ничего лучшего. Поэтому будьте благоразумны в своих инвестициях, куда бы либо вы не хотели инвестировать. Риски есть везде и всегда. Тем более, что зарабатывать нужно, не нарушая законов. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если понравился мой обзор. Следите за каналом, чтобы не пропустить следующие новости. Всем желаю счастья и благополучия. С вами была Валентина Синема 2.